Давайте я вам на примере объясню, что такое начало хорошей игры. Просыпаемся с будуна, на полу валяются бутылки, все вокруг явно мертвое, только тихонько шелестит потолочный вентилятор. Надо снять это не та игра, да и здесь как-то погуманней, по крайней мере в холодильнике есть чем поправить здоровье. Правда, телефон так надрывно свербит прямо в висок, что только мешает расслабиться с похмелья. Берем трубку и... нам сообщают, что за нами идут. А значит, игра началась. Что можно сделать? Ну, например, не дожидаться, пока челики вломятся в дверь и пойти сломать им лица на опережение. Можно спрятаться и дождаться, пока они войдут в квартиру, чтобы убрать всех тихонько по одному. Ну и как вариант, выпрыгнуть в окно и сбежать крышами, чтобы вообще миновать весь сегмент с прорывом через этажи. И это первые 2 минуты игры. Не нужны никакие графонии, долгие погружающие анимации, туториалы, постановка. Вот тебе зрелищный боевик, а ты в нем главный герой, который сам пишет свой экшен. Спасибо, что хоть кто-то не забыл, как можно делать. Fallen Aces вышла в раннем доступе, у нас всего 5 уровней. Еще выйдут 2 эпизода в ближайшие года полтора, и мы получим, скорее всего, здоровую игру уровней на 15 в духе олдового экшена с подходом к дизайну в духе иммерсивов. И опять я оказываюсь в той точке, что недоделанная игра дарит мне больше кайфа, чем любая доделанная. И прежде чем я продолжу, полезная инфа, если вы чувствуете, что компик уже с трудом вывозит свежие игры и рабочие задачи. Обновление ПК для меня стресс. На базовом уровне я понимаю, что выбирать, но не знаю, как должны сочетаться комплектующие и не уверен, а будет ли все это потом стабильно работать. Мне главное, чтобы был надежный, мощный инструмент, который будет актуален еще несколько лет, желательно с запасом под апгрейд. И если вы такой же пользователь, как и я, то лучше обратитесь к ребятам из Digital Razor. Они собирают ПК под разные задачи, кошелек и вкус. У них на сайте есть интуитивный и понятный конфигуратор, который проверит совместимость комплектующих, чтобы вы точно не ошиблись. При этом конфигуратор наглядно покажет производительность в более чем 60 игровых тестах. Когда определитесь с железками, можно поработать над внешним видом. Выбираете корпус, а ребята из Digital Razor придадут ему любой визуальный стиль, нанесут на него любимого персонажа, сделают винилографию, гравировку или покраску. А скоро появится функция загрузки своих изображений, чтобы еще свободнее кастомизировать ПК. Но если вы не хотите заморачиваться, то у Digital Razor есть готовые сборки, которые можно получить в день покупки в петербургском офисе ребят или заказать доставку в ваш город на следующий день. А для тех, кто профессионально создает контент, есть рабочие станции. Хотите, соберите себе сервер для машинного обучения и рендера с несколькими видеокартами. А хотите, мощный комбайн для работы с графикой и монтажа с вместительным хранилищем файлов. При этом вы не просто купите устройство и про вас забудут. Пока компьютер на гарантии, вы можете заменить любой компонент, если он вышел из строя, и не нужно ждать подтверждения гарантийного случая. То есть проблему решат за срок от 1 до 3 дней, вместо 45, как это обычно бывает с сервисным обслуживанием. И все это без заморочек, просто сканируйте индивидуальный QR вашего ПК и оформляйте тикет. В общем, чтобы сборка и покупка нового компьютера была в удовольствие, переходите по ссылке в описании и попробуйте построить свою конфигурацию на сайте Digital Razor. А с моим промокодом LUTSAI будет дополнительная скидка 5%. Итак, начнем с самого кайфового. Каждый уровень можно пробежать за 15 минут на пролом, но левел-дизайн здесь такой витиеватый, что в поисках возможностей порой проторчишь на локации все 40 минут, пока неторопливо изучишь один путь исследования локаций. Допустим, на второй миссии вас бросают на огромную локацию в порту, и в какой-то момент нужно будет забраться на корабль. Можно пойти более привычными стелс-путями или выносить всех, но если постараетесь, то можно найти путь туда под водой, предварительно разобравшись с проблемками. Финальная миссия первого эпизода так и вовсе классический Хитман. Проникни в клуб, хочешь, убери лишних чуваков из снайперки, вломись с парадного входа или со двора, или с другого двора, отвлеки всех, прокрадись, а можешь вообще акробатическими подвывертами добраться до вентиляции на 2-м этаже. Игра тебя не душит тем, что надо проходить только по стелсу, или наоборот, лихо разваливать всех направо и налево, никаких имеющих значение очков штрафа, статистика, конечно,
конечно, есть, но она ни на что не влияет. Никаких спецнаград за какое-то идеальное прохождение. Сам решаешь, что для тебя красиво и интересно. Можно совмещать разные стили прохождения в любых пропорциях. Да блин, давайте попроще, так понятно, о чем эта игра. Здесь есть та самая умилительная механика, как в Prey, когда любую кнопку можно активировать броском предмета или выстрелом. Здесь это обставлено менее изобретательно, но я считаю, в любом шутере с кнопками должна быть эта механика. Если я стану президентом игровой индустрии, я законодательно это закреплю и заставлю выполнять этот закон каждого. Короче, если соскучились по крутому дизайну уровней со всякими неочевидными секретами, как в олдовых играх Fallen Aces, надо пробовать. Если вы пытливые и любите изучать локации, то вас всегда будут награждать через окружение, в том числе каким-нибудь клевым оружием. Хотя само по себе оружие тут не то чтобы необходимость. Истреблять всякую сволочь на улицах можно буквально без всего. Кидайте мусорные баки, пепельницы, склянки, любой хлам, что попадается под руку. Бейте врагов, пинайте, блокируйте. Мало того, развалился мусорный бак, можно взять крышку и воспользоваться ей как щитом. Есть бочки с маслом, чтобы создать горючее пятно и так далее. То есть мы даже до оружия не добрались, а инструментарий уже богат. При этом чем помахаться и постреляться полно. По демке казалось, что упор все-таки будет на ближний бой, но пушками засыпают обильно. Но есть нюанс, который сделан ради баланса, и он не всем понравится, хотя его можно было заметить в демке. Но здесь он еще жестче проявляется. Все оружие быстро ломается, и при этом персонаж умеет носить только 3 единицы чего-либо, и еще может схватить в руки какую-нибудь штуковину для броска. То есть хотите дополнительные патроны, они займут один из 3 слотов снаряжения, а после пары перезарядок пушка придет в негодность, а через ударов 10-15 сломается ваша бита, труба, топор, зато оставшийся черенок можно напоследок швырнуть. Зачем это сделано, очевидно, чтобы породить больше игровых ситуаций, когда приходится импровизировать с тем снаряжением, что есть. Кто играл в последние Зельды, знает, что там похожая фишка, но здесь она чуть меньше бесит, потому что у нас банально меньше масштаб игры, скромнее просторы уровней и выше плотность событий. И такой баланс как раз подталкивает чередовать стелс и открытый бой. Но есть один нюанс, что это только на бумаге делает игру очень веселой. Есть проблемка, которую, я надеюсь, разработчики докрутят. Уровень сложности и количество противников. Если у вас есть базовый опыт в каких-нибудь старых играх или иммерсивах, то Fallen Aces покажется чрезвычайно простой. Единственная проблема, что иногда противники тупо берут количеством. Как вы понимаете, это так себе решение. Они при этом глупые, они сами бегут в ловушки, которые вы ставите, они не слышат и не видят, как вы пристрелили товарища, который от них метрах в 15. Да, это местами весело, и в некоторых местах оправдано механиками, например, когда вам нужно держать оборону на автосвалке и ставить растяжки. Но порой взаимодействие с противниками уж очень аркадное по сравнению с любыми другими иммерсивами. Конечно, болванчики почти во всех иммерсивах, ключевое почти, никогда не отличались особо глубоким интеллектом, но когда они настолько тупые, это маленько мешает тому самому погружению и так себе мотивирует использовать нестандартные методы игры. Да, я понимаю, у нас тут комикс и как бы уклон в реализм, но это реально уровень болванчиков из ранних думов 90-х. На мой взгляд, это беда, потому что если вы не запустили игру с целью попробовать всякие разные механики, не собираетесь искать пути и применять в бою окружение, то игра, скорее всего, быстро наскучит. То есть у нас тут чистая классика иммерсивов. Игра плоха как шутер, как битэмап, как стелс, если рассматривать их по отдельности. Но возможность использовать это все и сразу делает игру крутой. Просто нужно поработать, если не с интеллектом противников, то хотя бы над балансом. Порой тут попадается откровенно читерское оружие, которое слишком облегчает задачу, и ты уже как-то ленишься переигрывать иначе. Так что, на мой взгляд, местный огнестрел надо урезать, либо как-то усложнять его использование. И я не понимаю, почему в жанре всегда такие проблемы со сложностью. И даже в лучшие игры вставляли какие-то имбалансные штуки. Индустрии, покупатели своим отношением доказали, что стараться для массового игрока нет никакого смысла. Поэтому у инди-разработчиков есть возможность идти ва-банк, так что сложность надо наращивать. Меньше противников, но позлее и глубже. Все равно это для тех, кто врубается, зачем пришел. Хотя, конечно, с другой стороны, хардкор вполне себе становится мейнстримом, так что мое мнение, в иммерсивах не место для доступности. Их доступность и так уже зашита в игру, это свобода выбора своего стиля.
И все же главным было для меня, когда я играл в Fallen Aces, где-то через час я забыл, что играю в инди. Мне показалось, что я сижу где-то в 2000-х, возможно, мне нужно идти в университет, но да пошел этот университет, ведь мне и так неплохо. У меня было стойкое ощущение, что я просто играю в проект прямиком из тех времен, причем в проект не обломный, хороший. Вот если вы сейчас запустите, тот же оригинальный Doom, есть все-таки вероятность, что немного обломитесь. А вот если первого Пейна или Дюка Нюкема, вполне вероятно, что нет. Понимаю, есть ценители ранних FPS, но есть те игры, которые состарились чуть лучше. Так вот, Fallen Aces — это будто бы хорошо состарившаяся игра, и при этом она и останется такой, если индустрия продолжит двигаться в том же направлении, в котором двигалась. Визуальный стиль тут будет актуальным, механики и левел-дизайн, да их больше, они вариативнее, чем во многих свежих играх. Вы скажете спрайты, мы скажем стиль. У проекта есть та самая энергетика начала нулевых, при этом он не только иммерсив, но еще и демонстрирует крепкую связь с проектами типа Kingpin или Condemned. Таких игр с жестким махачем от первого лица про криминал без всяких соплей, опять же, не достает. Впрочем, из-за этой ретро-направленности есть пара штампов, которые, все-таки как-то уже неприлично воспроизводить. Имею в виду слишком типичные уровни. Например, на второй миссии ожидаешь, что тебя отправят дальше исследовать закоулки нуарного города, а вместо этого попадаешь в огромный порт, где много пустых пространств, враги расставлены так, что толком тебя не видят, и в целом по атмосфере уровень слабее вступления. Такие моменты всегда были в старых FPS, но тут уж слишком рано к ним подошли. Уровень со свалкой туда же, я не понимаю, почему такие локации любили в нулевых, но, видимо, их делать попроще. Плюс сама миссия на свалке будто бы немного недопиленная. И как бы отдавая дань классической философии дизайна, никакой тебе желтой краски. Сам ищи, куда залезть, и как ни странно, это делает игру проще, ведь если ты застрял на каком-то месте, или не хватает силенок раскидать группу врагов, ты точно знаешь, что в этот момент есть еще 3-4 пути, просто надо хорошенечко поискать и хотя бы чуть-чуть включить голову. Кстати, мне показалось, что на миссии очень повлиял Макс Пейн. Все эти метро с гопниками, порт, грязные мрачные улицы, заброшки, снайпер, который тебя прикрывает на одном из заданий и так далее. Прям будто бы ужатого Макса пробежал, хотя тут и в нарративе можно найти параллели, но спойлерить не буду. А еще вот сколько не пробую новые игры, независимо от того, это AAA, AA или инди, не понимаю, почему такая проблема с базовыми стелс-механиками нулевых? Вот тут у нас есть индикация освещенности, как в Воре, но она непрозрачно работает. Вроде в тень зашел, а она показывает, что ты на свету. Какие-то участки хорошо укрывают, какие-то не работают вовсе, а выглядят одинаково. Где тут логика? Это же касается и звука. NPC здесь постоянно разговаривают, что опять же позволяет подчерпнуть больше инфы о мире и лоре, найти какие-то возможности, но определить, откуда этот разговор звучит, или услышать позиционирование шагов противников почти невозможно. Из-за этого стелс-прохождение в какой-то момент начинает бесить, потому что гаджетов для воровского стиля у тебя мало, а все остальные механики будто бы недоделанные. Поэтому больше всего кайфа, если ты чередуешь и то, чтобы не раздражаться. Здешнюю эстетику не могу не упомянуть. Я не особый любитель фэнтезийного и фантастического, поэтому, конечно же, кайфанул из-за околореалистичного сеттинга. Да, это по факту история про эдакий спецотряд защитников, членов которого убивают. Прям жирнейше вдохновлено хранителями. Но без переизбытка комиксоидности, да и каких-то сверхспособностей или супергеройских боссов тут нет, разве что попался один мини-босс потолще и ловчее остальных, однако он убивается на раз. Короче, все со вкусом сделано, и при этом, несмотря на геймплейную ориентированность, повествования тут довольно много для тех, кого это интересует. Очень крутые открывающие и закрывающие кат-сцены на каждой миссии в стиле комикса. Помимо этого, на уровнях кучу всего можно почитать и послушать о мире. Для меня такой способ подачи истории идеален, потому что ты сам решаешь, нужно ли тебе всю эту информацию поглощать, или ты пришел за геймплеем, поэтому просто прешь вперед. Единственная игра пока только на английском, никаких других языков в ней нет. Но знаете, что самое прикольное? Тексты в ней лаконичные, а местная история и геймплейные задачи понятны без слов. Это ли не есть грамотный игровой дизайн? Короче, Fallen Aces — это просто еще одна ласточка, знаменующая возвращение иммерсивов в игровую индустрию. Да, на инди-рынке, но, судя по моей подборке с грядущими играми жанра, скоро нас ждет много чего подобного.